Тихий океан в районе Фараллоновых островов редко бывает спокойным. Здесь вода имеет цвет старого свинца, а течения коварны и холодны. Это место великих миграций, где под толщей воды проходят пути тех, кто помнит мир еще до появления городов. Огромная самка горбатого кита, длиной почти в 15 метров, двигалась в этой привычной мгле, повинуясь древним инстинктам. Но в ту ночь океан приготовил для нее ловушку, созданную не природой, а человеком. Крабовые ловушки, тяжелые стальные клетки, соединенные милями нейлоновых тросов, лежали на дне, ожидая добычи. Кит, увлеченный погоней за планктоном или просто сбитый с толку акустическим шумом, не заметил тонких нитей. Сначала один виток обвился вокруг грудного плавника. Рефлекторный рывок, и вторая петля захлестнула хвост. Кит начал метаться, и это стало роковой ошибкой. Прочные канаты, способные выдержать тонны веса, впивались в нежную кожу, перетягивая тело словно гигантское лассо. К утру она была прикована к месту. 3000 фунтов железа и камней стали ее якорем. Кит не рыба. Ему нужен воздух, чтобы жить. Каждое всплытие превращалось в пытку. Она тянула за собой этот неподъемный груз, вырываясь к поверхности, чтобы сделать судорожный вдох, и снова погружалась, утягиваемая на дно безжалостной тяжестью. Ее силы таяли. Глаза, привыкшие видеть бесконечность горизонта, теперь видели только приближающуюся смерть. В 7 милях от берегов Сан-Франциско на борту спасательного судна волонтеров царило напряжение. Джеймс Москито, человек, чья кожа, казалось, пропиталась солью за десятилетия погружений, смотрел на приборы. Сообщение было кратким и неясным. Крупное животное в беде. Когда их катер подошел к указанным координатам, команда замолчала. Из воды торчал лишь фрагмент спинного плавника и часть головы. Кит не плыл. Он висел в воде, в вертикальном, неестественном положении. Джеймс видел смерть в океане много раз. Он помнил, как несколько лет назад наблюдал за тем, как акулы терзают раненого синего кита, и это воспоминание жгло его изнутри. Он знал, что сейчас происходит то же самое, но в замедленной съемке. От кита исходил тяжелый запах, ворвань и кровь. Из ран, нанесенных тросами, сочился жир, создавая на поверхности воды зловещую радужную пленку. Для хищников это был обеденный звонок, разносившийся на мили вокруг. «Там могут быть большие белые», — тихо сказал один из помощников, глядя на маслянистое пятно. «Они уже там», — ответил Джеймс, надевая гидрокостюм. «Но если мы не спустимся сейчас, завтра здесь будет только скелет». Погружение в открытый океан рядом с раненым гигантом — это акт безумия или высшего милосердия. Когда Джеймс скользнул в ледяную воду, мир изменился. Звуки мотора стихли, сменившись утробным рокотом океана и тяжелым свистящим дыханием кита, которое разносилось под водой, как гром. Джеймс подплыл к голове животного. Он ожидал паники, ударов плавниками, попыток защититься. Вместо этого кит замер. Огромный глаз размером с чайное блюдце повернулся и сфокусировался на человеке. В этом взгляде не было животного страха. Там была мольба и странное, почти сверхъестественное понимание. Джеймс протянул руку и коснулся морды кита. Кожа была холодной и шершавой от мелких ракушек, но под ней чувствовалась пульсация жизни, стремительно угасающая. «Потерпи, большая девочка», — прошептал он в маску, зная, что звук голоса передается в воде иначе.
«Я здесь. Мы вытащим тебя». Кит издал тихий, вибрирующий звук, от которого у Джеймса завибрировала грудная клетка. Это был не стон, а признание присутствия, согласие. Работа началась. Джеймс и еще несколько дайверов, спустившихся вслед за ним, начали методично разрезать путы. Это было похоже на попытку разобрать полотну, сплетенную из стальных нитей вокруг спящего вулкана. Тросы впились глубоко. В некоторых местах они прорезали кожу на 5-10 сантиметров, достигая слоя жира. Нейлон плавился от трения, когда Кит пытался освободиться сам, создавая жуткие ожоги. Джеймс работал ножом, сантиметр за сантиметром, освобождая грудные плавники. Каждый раз, когда очередной канат лопался с глухим звуком, тело Кита содрогалось. Джеймс постоянно оглядывался. Видимость была не лучшей, и в любой момент из серой мглы могла появиться тень акулы. Кровавый след тянулся далеко за пределы видимости. Но страх отступил, вытесненный адреналином и невероятной связью с этим существом. Они работали более часа. Воздух в баллонах подходил к концу, пальцы немели от холода, но когда последний трос, удерживающий хвост, был перерезан, произошло нечто прекрасное. Кит почувствовал свободу. Он не рванул прочь. Он медленно, величественно расправил плавники, словно птица, возвращающаяся к полету после долгой неволи. Дайверы начали всплывать, поздравляя друг друга. На палубе лодки раздались радостные крики. Кит ушел на глубину, и все решили, что на этом история закончена. Но Джеймс медлил. Он остался в воде, придерживаясь за борт лодки. И вдруг вода под ним закипела. Огромная серая тень начала стремительно подниматься из глубины, прямо к нему. Команда на лодке замерла от ужаса. Они думали, что Кит, обезумев от пережитого, решит атаковать своих спасителей. Но Кит остановился в метре от Джеймса. Он высунул голову из воды и легонько, почти невесомо, подтолкнул человека носом. Джеймс рассмеялся, захлебываясь соленой водой. Это был не случайный жест. Кит начал описывать вокруг него круги. В течение следующего часа разыгрывалось представление, которое никто из присутствующих не забудет до конца своих дней. Горбатый кит — существо, чей вес равен весу 10 слонов, играл с человеком. Он подплывал к Джеймсу, переворачивался на спину, подставляя брюхо, чтобы тот погладил его. Он осторожно касался его кончиками плавников, проявляя такую ювелирную точность движений, какая кажется невозможной для такого гиганта. «Он танцует», — прошептал кто-то на лодке. И это действительно был танец. Кит выпрыгивал из воды, создавая огромные фонтаны брызг, и каждый раз возвращался к Джеймсу, заглядывая ему в глаза. Это не была инстинктивная реакция. Это была осознанная, глубокая, почти человеческая благодарность. Она длилась бесконечно долго. Кит словно хотел убедиться, что человек понял. Его дар жизни принят и оценен. Солнце начало опускаться, окрашивая океан в кроваво-золотистые тона. Джеймсу пора было возвращаться на борт. Холодная вода начала забирать последние силы. Когда он поднялся на палубу, Кит замер в нескольких метрах от судна. Он выпустил мощный фонтан пара, который в лучах заката выглядел как столб золотой пыли. Затем, медленно и торжественно, он ударил хвостом по воде. Звук был похож на выстрел пушки. Это был финальный салют. Кит развернулся
и начал медленно уходить в сторону открытого океана, туда, где горизонт сливается с небом. Джеймс Москито стоял на палубе, обернутый в теплое одеяло, и смотрел вслед уходящему великану. Его руки еще дрожали, а в ушах все еще стояла вибрация китового голоса. В тот вечер он понял нечто важное. Океан — это не просто ресурс, не просто вода и биомасса. Это пространство, населенное душами, которые, возможно, мудрее и добрее наших. Мы привыкли считать себя венцом творения, но в тот час благодарности Кит показал человеку, что истинное величие заключается в способности помнить добро и платить за него любовью, не требующей слов. Эта история разлетелась по миру, став легендой. Для кого-то это был просто красивый ролик на YouTube, но для Джеймса и его команды это стало моментом истины. Каждую весну, когда киты начинают свою миграцию мимо берегов Калифорнии, Джеймс выходит в море. Он смотрит на далекие фонтаны пара и гадает, а вдруг там среди этих величественных странников есть та самая сама девочка. Помнит ли она тот ледяной день и руки человека, вернувшие ей мир? Океан молчит, но его молчание теперь кажется Джеймсу наполненным смыслом. Ведь иногда, чтобы изменить мир, не нужно совершать революций, достаточно просто взять в руки нож, прыгнуть в бездну и спасти того, кто сам спасти себя не может. И тогда в ответ ты получишь нечто большее, чем просто жизнь. Ты получишь подтверждение того, что в этой вселенной мы не одиноки.